Представьте, что вы стоите на самом верхнем этаже одного из высочайших зданий планеты. За толстым стеклом бушует ночной шторм. И вдруг вы чувствуете то, чего быть просто не должно. Пол под вашими ногами медленно уезжает в сторону. Стены едва слышно скрипят. Огромное здание движется. Это не ошибка строителей и не ваше воображение. Это цена, которую мы платим за высоту. Мы научились возводить башни высотой почти в целый километр. И кажется, что дальше все решают только деньги. Залей фундамент пошире, возьми побольше стали и тянись хоть до самых облаков. Но это опасная иллюзия. На пути вверх стоят 6 невидимых стен, и каждая останавливает нас по-своему. Каждая убивает по-своему. Сегодня мы поднимемся по этим стенам одну за другой, от первого порыва ветра до ледяного края космоса, и найдем настоящий предел человеческой высоты. Вы удивитесь, насколько рано он наступает. Самое поразительное вот что. Препятствия на этом пути ставят не деньги и не нехватка стали. Против нас выходит сама планета, ее ветер, ее гравитация, ее разреженный воздух. И каждый раз, когда инженеры придумывают, как обойти одну стену, природа тут же выстраивает следующую, еще выше и хитрее прежней. Давайте посмотрим, как далеко мы на самом деле можем зайти. Первая стена встречает нас почти сразу, едва мы отрываемся от земли. Это ветер. И лучше всего о ней знает один человек, чье имя долго держали в тайне – инженер Уильям Лемиссурье. В 1978 году в Нью-Йорке только что закончили строить сияющий небоскреб в 59 этажей. Здание считалось чудом инженерной мысли. Оно стояло на 4 гигантских колоннах, поднятых над улицей. И все было прекрасно, пока студентка соседнего университета, разбирая проект для своей работы, не задала простой вопрос. А что будет, если ветер ударит не в стену, а в угол здания по диагонали? Лемиссурье сел за расчеты сам и побледнел. Выяснилось, что при сборке часть стальных узлов скрепили не сваркой, а болтами, как было дешевле. И теперь его башню могла повалить не редкая буря раз в полвека, а обычный шторм. Вероятность обрушения составляла 1 к 16 каждый год. Дальше началась одна из самых драматичных историй в архитектуре. Каждую ночь тайно, пока город спал, бригады сварщиков заваривали стальными пластинами 200 опасных соединений. Жильцы внизу даже не подозревали, что живут под угрозой обрушения. А пока шла эта тайная работа, к побережью неотвратимо приближался настоящий ураган. Город оказался на волосок от катастрофы, и лишь когда буря в последний момент свернула в сторону, инженеры, наконец, выдохнули. Была у этой истории и вторая линия обороны. На самой крыше небоскреба установили огромный груз в несколько сотен тонн, плавающий на тонкой масляной пленке. Когда здание начинало крениться в одну сторону, груз по инерции сдвигался в другую и гасил раскачку. Это устройство называют маятником-противовесом, и тот небоскреб стал одним из первых зданий в мире, получивших такую защиту. Сегодня самый знаменитый такой маятник висит внутри башни Тайбэй-101. Это золотой стальной шар весом в 660 тонн, подвешенный между 87 и 92 этажами. Во время сильного тайфуна этот шар раскачивается почти на 1,5 метра, удерживая всю башню в равновесии. Туристы специально поднимаются, чтобы посмотреть на это рукотворное сердце небоскреба. Представьте здание как высокую мачту парусника. Если сделать ее абсолютно жесткой, первый же сильный порыв переломит ее пополам. Поэтому мачта гнется, и небоскребы тоже обязаны гнуться. Существует распространенный миф, будто хорошая башня должна стоять неподвижно, как вкопанная, а если она качается, значит, ее плохо построили. Все ровно наоборот. Здание, которое не умеет уступать ветру, обречено. Гибкость – это не слабость, а единственный способ выжить. Но даже идеально гнущаяся башня очень скоро упирается в следующую стену, и эта стена куда тяжелее. Вторая стена – это вес. Чтобы понять ее, отправимся в Чикаго в 1891 год к зданию по имени Монаднок. Это был самый высокий дом своего времени из кирпича – 66 метров чистой каменной кладки. У него нет стального каркаса внутри. Кирпич и есть здание. Оно держит себя само.
И вот в чем скрытая ловушка. Чтобы выдержать вес верхних этажей, стены у основания пришлось сделать почти в 2 метра толщиной. Войти внутрь было все равно, что войти в средневековую крепость. Канаднок так и остался последним высоким зданием из кирпича в истории. Строить выше этим способом было уже невозможно. И вот почему. Кстати, та же стена веса ограничивает не только наши постройки, но и саму природу. Знаете ли вы, что у гор тоже есть предел высоты? Если бы гора выросла намного выше Эвереста, ее собственный вес начал бы вдавливать и плавить породу основания, и она бы попросту осела. Планета не позволяет ничему тяжелому подниматься слишком высоко, будь то камень или сталь. Этот же закон она применяет и к нашим амбициям. Здесь работает безжалостный закон природы, который называют законом квадрата и куба. Если увеличить здание в 2 раза, его вес вырастет не в 2, а в 8 раз. Вот почему муравей легко несет груз во много раз тяжелее себя, а слон еле передвигает собственные ноги. Чем крупнее существо или конструкция, тем сильнее вес давит на основание. Есть соблазнительный миф, что для любой высоты достаточно просто сделать стены и фундамент потолще. Но в этом и кроется ловушка. Чем толще стены, тем они тяжелее, и тем сильнее давят сами на себя. Даже у лучшей стали есть теоретический потолок, около 4,5 километров. Выше она просто раздавит саму себя своим весом, а на практике предел наступает в несколько раз раньше. Победить эту стену удалось лишь спустя век, и не кирпичом, а хитрой формой. Возьмите самое высокое здание наших дней, башню Бурдж-Халифа в Дубае, 828 метров. Чтобы оно просто не ушло в песок под собственным весом, строителям пришлось вбить в землю почти 200 бетонных свай, каждая длиной около 50 метров. А сверху все опирается на сплошную бетонную плиту толщиной почти в 4 метра. Само здание построено в форме трилистника, который сужается ступенями кверху. Эта форма не только режет ветер на мелкие струи, но и грамотно распределяет колоссальный вес вниз. И все же даже этот шедевр на самом верху раскачивается почти на 1,5 метра в шторм. Мы научились обходить стену веса умом, но обмануть ее до конца так и не смогли. Но, допустим, мы справились со стенами. Тогда возникает совсем неожиданная преграда. Как поднять людей на эту головокружительную высоту? Третья стена прячется там, где ее совсем не ждешь, в шахте лифта. И это, пожалуй, самое недооцененное препятствие на пути вверх. Кабину лифта поднимает стальной трос. На обычной высоте он невесомая мелочь. Но представьте, что трос становится все длиннее и длиннее. Уже к 500 метрам происходит странная вещь. Сам трос весит так много, что ему нужны дополнительные тросы, чтобы держать самого себя. Это как пытаться вытащить ведро из бездонного колодца цепью, которая в какой-то момент начинает рваться под собственным весом. Именно поэтому в сверхвысоких зданиях невозможно сделать один лифт от вестибюля до самой крыши. Существует наивное представление, что можно зайти в кабину внизу и без остановок доехать до последнего этажа. На деле вас ждут пересадки, как в метро. Вы поднимаетесь на промежуточный этаж, выходите в просторный зал и пересаживаетесь в следующий лифт. Цифры здесь пугают своей наглядностью. Чтобы поднять кабину весом всего в 2 тонны на высоту 500 метров, обычного стального троса нужно почти 29 тонн. Вдумайтесь, почти весь подъемный механизм работает лишь на то, чтобы таскать самого себя. И это еще не все. Чем выше здание, тем больше места внутри съедают сами шахты лифтов. В сверхвысоких башнях лифты и их машинерия могут занимать почти половину всего полезного пространства. Получается обидный парадокс. Чем выше мы строим, тем меньше в здании остается места для людей, ради которых все и затевалось. Инженеры, конечно, не сдались. В 2013 году появился новый трос на основе углеродного волокна. Он весит всего лишь 1/5 часть от стального, той же прочности, и теоретически способен поднять кабину на целый километр. Это огромный шаг вперед. Но и он лишь отодвигает стену, а не убирает ее. Вес материала все равно остается главным врагом высоты. Не случайно проект башни высотой ровно в 1 километр, который начинали возводить в пустыне, на годы замер недостроенным. Чем ближе человек подбирается к этой отметке,
тем дороже и сложнее становится каждый следующий метр вверх. И тут напрашивается дерзкая мысль. А что если придумать материал, который будет легче пуха, но прочнее любой стали? Тогда, возможно, мы сломаем эту стену навсегда. Но и здесь нас ждет жестокое разочарование. Четвертая стена самая коварная, потому что кажется, будто ее вот-вот пробьют. Это стена материала и формы. Дело в том, что любая по-настоящему высокая башня не может быть ровной свечкой. Чтобы выдержать собственный вес, она обязана расширяться к низу. И не просто так, а по очень крутому закону. С каждым новым уровнем высоты основание должно становиться все шире и шире, причем все быстрее. Представьте морковку или острый конус. Чтобы кончик поднялся всего на метр выше, нижняя часть должна раздуться непропорционально сильно. Если попытаться построить башню из обычной стали до самого космоса, ее основание пришлось бы сделать шире целого города. Никаких ресурсов планеты на это не хватит. Чтобы оценить масштаб, посчитаем совсем грубо. Если бы мы захотели построить из стали башню высотой всего в 10 километров, ее подножие пришлось бы раскинуть на десятки километров в ширину. Такая башня весила бы больше, чем все здания крупного города вместе взятые. Уже на этом этапе становится ясно, что обычные материалы остались далеко позади. Без настоящего научного прорыва выше нескольких километров не подняться, сколько денег в это не вкладывай. Именно поэтому взгляды инженеров обращаются к веществам, которых еще вчера не существовало в природе. Поэтому все надежды инженера возлагают на материалы будущего. Тонкие нити из углерода, которые в лаборатории действительно в десятки раз прочнее стали и при этом почти ничего не весят. И вот тут рождается красивый миф, будто стоит только изобрести такой суперматериал, и мы тут же построим лестницу до Луны. Реальность куда суровее. Эти чудо-нити прекрасны, пока их длина измеряется сантиметрами. Но как только мы пытаемся сплести из них толстый канат или огромную балку, волшебство исчезает. Микроскопические волокна начинают скользить друг по другу, и прочность рушится. Мы пока попросту не умеем делать из этого материала большие предметы. Чтобы вы почувствовали масштаб задачи, вот простое сравнение. Эти углеродные нити прочнее паутины, а ведь паучий шелк сам по себе при равном весе прочнее стали. Но даже паук плетет свою нить длиной лишь десятки метров, а нам нужны тысячи километров идеального волокна без единого изъяна. Производство всего 1 килограмма таких чистых нитей сегодня стоит баснословных денег. Мы все еще на стадии лабораторных опытов, где материал измеряют граммами под микроскопом, а для башни в небо его понадобились бы миллионы тонн. Между этими двумя цифрами лежит пропасть, которую человечество еще не научилось перешагивать. И даже если однажды научимся, нас будет ждать стена, о которую разбиваются все мечты. Сам человек. Вы когда-нибудь задумывались, почему пассажирские самолеты летают на высоте около 10 километров и не поднимаются выше? Дело вовсе не в моторах. Дело в том, что выше начинается зона, где наше тело уже не приспособлено выживать. И если мы хотим строить башни в 15 или 20 километров высотой, эта проблема становится смертельно серьезной. Пятая стена — это не сталь и не бетон, это хрупкое человеческое тело. И о ней нам рассказала трагедия, случившаяся высоко в небе еще в позапрошлом веке. 15 апреля 1875 года 3 отважных воздухоплавателей поднялись на огромном воздушном шаре по имени «Зенит». Они хотели побить рекорд высоты. У них были с собой мешки с кислородом, но они не понимали главного. На высоте около 8000 метров с человеком происходит коварная вещь. Сначала приходит странная эйфория, хочется смеяться и петь, а затем человек тихо и незаметно теряет сознание. Шар поднялся до 8600 метров. Когда он наконец опустился на землю, в живых остался только один из троих. 2 погибли в небе, так и не приходя в себя. Альпинисты называют высоту выше 8000 метров зоной смерти. А ведь это были не первые смельчаки. За 13 лет до того англичанин по имени Джеймс Глейшер поднялся еще выше и едва не погиб, потеряв сознание и лишь чудом успев начать спуск. Небо не прощает ошибок.
Если бы вы открыли окно на высоте 15 километров, у вас было бы всего около 2 или 3 минут до потери сознания, и вы бы даже не почувствовали угрозы. Никакой боли, никакой паники, просто навалившаяся сонливость и темнота. Поэтому лифты в таком сверхвысоком здании пришлось бы останавливать на долгие часы, чтобы тело успевало привыкнуть к перепаду давления, точно так же, как альпинисты неделями привыкают к высоте, прежде чем штурмовать вершину. Почему так происходит? Кислород в воздухе на этой высоте еще есть, но давление падает так сильно, что легкие уже не могут протолкнуть его в кровь. А еще выше, на отметке около 19 километров, проходит граница, которую называют пределом Армстронга. Там давление настолько низкое, что жидкости в человеческом теле, слюна и слезы, закипают прямо при обычной температуре тела, при 37 градусах. Голливуд приучил нас думать, что на такой высоте человек мгновенно замерзает в ледышку или его глаза лопаются от пустоты. На деле убийца куда тише и страшнее. Это давление. Любая трещина в стекле такого здания, и люди просто потеряют сознание за пару минут, даже не поняв, что умирают. Сверхвысокое здание придется делать герметичным, как космический корабль или подводную лодку. И тогда возникает дерзкий вопрос. А что если перестать сражаться с гравитацией снизу и зайти с совершенно другой стороны? Шестая стена – это последний рубеж, и единственный способ его взять – это перевернуть всю задачу с ног на голову. Не строить вверх от Земли, а спускать конструкцию вниз из космоса. Идея звучит как фантастика, но за ней стоит строгая физика. Представьте спутник, который висит на высоте 36 тысяч километров. На такой высоте он вращается вместе с Землей и потому всегда находится над одной и той же точкой, словно подвешенный в небе гвоздь. Теперь начнем медленно спускать от него вниз сверхпрочный трос прямо к экватору. Когда трос коснется Земли, мы его закрепим. Что держит эту нить натянутой? Тот же эффект, что вы чувствуете, раскручивая камень на веревке. Центробежная сила тянет дальний противовес наружу, в космос, и трос остается натянутым, как струна гитары. По нему вверх и вниз поедут кабины без единой капли ракетного топлива. Многие уверены, что все это чистая выдумка, и никто над этим всерьез не работает. Но это не так. Японская строительная компания вполне серьезно планирует построить такой космический лифт к 2050 году. По их расчетам понадобится трос длиной около 96 тысяч километров, огромный противовес и кабина, которая будет добираться до орбиты целых 8 дней. Изучают эту идею и крупнейшие космические агентства мира. А зачем вообще нужна такая безумная конструкция? Вот цифра, которая все объясняет. Сегодня вывести всего 1 килограмм груза на орбиту с помощью ракеты стоит $1000, ведь почти все топливо тратится лишь на то, чтобы поднять само топливо. Космический лифт превратил бы дорогу в космос в подобие обычной железной дороги, и подъем подешевел бы в десятки раз. Ради такого приза инженеры и готовы сражаться с почти невозможной задачей. Но даже если мы добудем нужный материал, на пути встанет еще одна угроза, о которой мало кто задумывается – космический мусор. Вокруг Земли на огромной скорости летают миллионы обломков старых ракет и погибших спутников. Даже крошечная гайка, попав в трос на такой скорости, способна перебить его, словно ножницы перерезают нитку. Значит, основание лифта придется делать подвижным, чтобы успевать уводить трос в сторону от летящих обломков. А сами кабины, скорее всего, будут получать энергию не по проводам, а от мощных лучей лазера, направленных с Земли. Стоимость такой затеи оценивают в десятки миллиардов долларов. И все же у проекта остается одна, но самая фундаментальная проблема. Для троса нужен материал такой прочности, какого у человечества пока просто нет. Мы снова, как и 5 стен назад, упираемся в материал. Круг замыкается. И все же впервые в этом списке стена не выглядит вечной. Это вопрос не законов природы, а нашего терпения. Итак, мы поднялись по всем 6 стенам. Мы видели, как ветер раскачивает башни и заставляет их гнуться, как дерево. Мы поняли, что собственный вес давит на основание сильнее любого врага. Мы застряли в шахте лифта, где трос рвет сам себя.
Мы мечтали о материалах, которые пока живут только под микроскопом. Мы ощутили, как беззащитно человеческое тело перед разреженным небом. И, наконец, мы вышли в открытый космос и попробовали спустить мост к Земле сверху. Представьте на секунду, что все 6 стен пали. Что у нас в руках материал прочнее алмаза и легче воздуха, а наши тела защищены герметичной оболочкой. Тогда лестница к звездам стала бы реальностью, и подъем на орбиту стоил бы не дороже билета на поезд. Именно ради этой мечты инженеры до сих пор бьются над каждой из стен. Главный вывод прост и неожидан. Предел нашей высоты лежит не в небе. Сегодня настоящий потолок для реальной башни – это всего около 1 километра, и держит нас не нехватка денег, а самый обычный вес материала. Этот предел существует не в законах Вселенной, а в наших технологиях и в нашем упорстве. Возможно, однажды мы изобретем ту самую невозможную нить, посмотрим вверх и увидим не пустое небо, а мост, ведущий прямо к звездам. А как думаете вы, что человечество построит первым? Башню в облаках или лифт в космос? Напишите в комментариях и не забудьте подписаться, чтобы вместе с нами разбирать механику нашего мира.